В уютном японском ресторане в центре города все шло своим чередом. Тихая музыка, шелест меню и аромат лапши. За угловым столиком спокойно обедал крупный мужчина в черном пиджаке Стивен Сигал, известный в узких кругах как мастер айкидо, но для большинства посетителей просто еще один клиент. Дверь с шумом распахнулась. Вошел самоуверенный молодой человек в дизайнерской одежде и с надменной улыбкой. Он прошел мимо столов, демонстративно игнорируя персонал, и, не получив немедленного обслуживания, громко выругался. Когда официантка, пытаясь его успокоить, неловко столкнулась с ним, стакан с водой упал прямо на ботинки новичка. «Ты вообще знаешь, с кем разговариваешь?» — нагло произнес он. «Позови менеджера. Сейчас». Сигал спокойно поднял взгляд от чашки чая. Его лицо оставалось абсолютно спокойным. Молодчик заметил взгляд и раздраженно обернулся. «Чё уставился?» — выплюнул он. «Тебе тоже проблемы нужны». Ресторан замолк. Кто-то узнал Сигала, но не успел предупредить. Молодой человек, решив доказать свою крутость, подошел ближе и грубо толкнул его плечом. В следующую секунду произошло то, что многие даже не успели заметить. Одним быстрым, почти ленивым движением Сигал перехватил руку противника и аккуратно, будто ставя чашку на стол, уложил хама лицом вниз. Тот захрипел, не понимая, какой силой его прижали к полу. Сигал тихо произнес: «Советую остаться на обеде и сделать выводы». Парень окончательно побледнел, сделал несколько беспомощных попыток освободиться и замер, осознав, что не может шевельнуть ни пальцем. Ленты с суши продолжали аккуратно плыть по конвейеру, а посетители с плохо скрытым восторгом наблюдали, как легенда боевых искусств, даже не приподнявшись со стула, поставила наглеца на место. Сигал отпустил руку и спокойно вернулся к еде, будто ничего не произошло. Молодой человек поднялся, промямлил извинения и поспешно покинул ресторан под одобрительный шепот окружающих. Все вернулось к прежнему тихому ритму, но теперь каждый посетитель знал: иногда легенда сидит за соседним столом, и лучше вести себя вежливо. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.